Здесь будут озвучены мои эфелистические рассуждения, с которыми я готов поделиться с вами, чтобы внести крупицу своего вклада в общее дело эфелизма. Когда я познакомился с философией эфелизма, создатель которой является Гэри Мошер, я осознал, что это та самая конечная, объективная, секулярная, рациональная, атеистическая философия, выступающая против догмы ДНК, которая избавила меня от противоречий ума. Она обличает все заблуждения человечества и предлагает самый наилучший рецепт решения. Теперь же у меня наблюдается кристаллическая ясность и мудрое понимание затруднительного положения, в котором находятся сентиентные существа. Поэтому я решил стать популяризатором эфелизма. Моим долгом было познакомить как можно больше людей с этой философией. Гэри для меня представляется очень прозревшим человеком. Его контент – чистое золото. Он говорит то, что никто в целом не говорит об этом в мире. Его нежелание соглашаться с чужой точкой зрения объясняется тем, что он честен, прямолинеен и объективен, не будет лицемерно кому-либо идти на уступку и компромиссы. Он скорее сторонник защищать свою позицию и гнуть линию до конца. У него высокая чувствительность, позволяющая ему быть проницательным и внимательным к страданиям мира, испытывать глубокие чувства сострадания. Неудивительно, что он знает не понаслышке, что такое скорбь мира. Он одаренный меланхолик. Говорит суровую правду о мире без прикрас и экивок, при этом шокируя других своей эпатажностью. Аргументы Гэри феноменально прозрачны и контринтуитивны. Он имеет смелость называть вещи своими именами. Эфелизм очень искусно испепеляет все ваши нормативные идеализации жизни, которые некритично усвоились из юного беззаботного детства, искореняя все банальные смысложизненные ценности. Помогает отбросить всю метафизическую мишуру, укрепляет аналитическое, рациональное, объективное мышление и мировоззрение, помогает описывать на обыденном языке все как есть. Пожалуй, Гэри показательный тому пример с его красочными метафорами и аналогиями. Эфелизм научил усиленному критическому мышлению, окончательно похоронил все иллюзии ума, исправил множество недоработанных представлений и пробелов и подарил ясное видение происходящего. Помог разобраться лучше в философии и ее жаргонных финтифлюшках, морали, этике. Дал простое и понятное понимание жестокости эволюции и ее неэффективности, расточительности. Эфелизм против культа жизни. Наш мир держится за счет идеологии пронатализма, культа жизни, поскольку без деторождения нынешняя система не смогла бы долго продержаться и вследствие вымирания пришла бы к своему краху. Система нуждается в подпитке, в новорожденных. Эгоистам и садистам фактически невыгодно, чтобы все их жертвы и рабы умерли, поэтому они всячески стараются, чтобы эта бойня продолжалась. Настоящие зомбированные пропагандисты – это те, кто поклоняется этой проклятой жизни и под видом лживого альтруизма пытаются справиться со смертностью населения путем создания новых мучеников и жертв будущего, которым не повезло однажды родиться. Это только увековечит отходы, бессмертие смерти. Именно поэтому весь прогресс и достижения носят характер одиозности. Все это дается ценой огромезной траты биологического существования. Так что мы не можем доверять и поклоняться мнимым заслугам пронаталистической филантропии. Знающие, осведомленные люди могли бы управлять миром более эффективнее, используя рациональный подход в устранении и минимизации проблем и ошибок. Но личная нажива стоит в первом списке приоритетов. Они потворствовали размножению жизни, и это привело нас к проблеме перенаселения. Таким образом, эфелисты не видят, чего может достичь мир, если он будет подпитывать свой эго-триппинг огромным количеством жертв. К тому же, как бы мог мир стать лучше, если люди не хотят учиться не только на своих ошибках, но и на чужих, когда они перед тем, как завести ребенка, могли видеть, что происходит с уже повзрослевшими детьми или даже просто детьми ужасные вещи? Почему их не останавливают факты при принятии решения завести ребенка, зная, что этот мир жестокий, совсем недружелюбный, в котором действует естественный отбор, конкуренция, грубый силовой хаос? Почему же их это не останавливает, если об этом на своем опыте осведомлены, когда даже их оптимизм и идеализм находились под тяжелым сапогом суровой реальности? Почему они не способны делать из этого целесообразные выводы и быть более рациональными, благоразумными, осторожными? Неужели им так трудно отказать себе в капризе и эгоизме, чтобы просто испытать самоудовлетворение? Неужели открыть глаза и увидеть все как есть требует нужного характера? Восприимчивости? Об этом тяжело думать, но нет, они все эти потенциальные пронаталисты продолжают размножаться вопреки всему. Они намеренно подвергают новых существ неизбежному вреду и энтропийному трению. Они знают, что смерть неизбежна, но обрекают чужие жизни на смерть. Это чисто иррациональный, бездумный, жестокий поступок. Наталисты утверждают, что в жизни есть много глубоко ценных радостей: любовь, красота, стремление к знаниям, которые могут оправдать создание существ. Однако они упускают из виду различия между существованием и несуществованием, поскольку только живые на основе своих чувств способны проецировать на ту или иную вещь ценность, в отличие от неживых, которым незачем что-либо ценить и которым все равно, хотят ли они жить или нет, если говорить контрафактическим образом. Иными словами, наталисты путают внешнюю и внутреннюю ценность жизни.
Разница между ними в следующем. Внутренняя ценность – это характеристика чего-то, что в силу одной или нескольких своих характеристик ценно само по себе, например, живое сентиентное существо ценно само по себе в силу одной из своих характеристик – сентиентности. Ценная по своей сути вещь не имеет функции для чего-то другого, то есть у нее нет цели, назначения, она бесполезна. Внешняя ценность – это характеристика вещи, которая не имеет ценности сама по себе, но имеет ценность в зависимости от функции, которую она выполняет для другой вещи, имеющей внутреннюю ценность. Например, пища является вещью с внешней ценностью, поскольку она не имеет ценности сама по себе, но имеет ценность, выполняя функцию питания сентиентного существа, ценность которого является внутренней. Поэтому наталисты лишь придумывают субъективные причины, основанные на зависимых желаниях, для того, почему дети нуждаются в позитивно переживаемом опыте в жизни до того, как они возникнут. Вы, пролайферы, настолько ослеплены позитивным опытом, что не замечаете перед собой все издержки в виде мучительного эскапизма и поддержки своего хрупкого гомеостаза в этой суровой, жестокой, безразличной энтропийной вселенной с грубыми неразумными силами. Вы даже боитесь честно признаться перед самим собой, что вы просто занимаетесь самообманом, создавая свою отвлеченную, притворную, эгоцентрическую реальность беженца. Руководствуясь заранее продиктованным мотивом страусиной политики, в которую входит разнообразие форм невежества и заблуждения животного, так сильно раненого этим миром. Признать так неприятную вашему тщеславному самолюбию истину о том, что жизнь – опасное, бессмысленное, ничтожное предприятие. Вы в этой жизни в сущности ничего не контролируете, не можете гарантировать 100% безопасность, не можете должным образом просчитать все риски и непредвиденные обстоятельства, и у вас нет иммунитета от неминуемых трагедий. Все, на что вы живете, это на призрачную удачу везения, ведомые делюзией неуязвимости и террором смерти. Вы предлагаете, чтобы такие же, как вы и ваши, их близкие вам люди, братья ваши меньшие, терзались в крысиных бегах и боролись за каждый кусочек мимолетного 1% клочка блаженства. Или вы хотите с энтузиазмом пойти воевать за свою родину, проникнувшись чувствами героических освободителей? Хотите крови, кишок, изнасилований, вспоротых животов, садомазохистские эгоманьяки? Оставляете всю работу ДНК произволу, кровавым рукам цепочки бессознательных биологических законов? Или вы садисты-мазохисты, которые хотят жить во лжи и притворстве, попустительствуя своей капризной психологией и неугомонным зависимым желанием? Гэри указывает на безумие, которое люди творят изо дня в день, желает донести до людей правду, показать им тщетность и неэффективность биологической эволюции, раскрыть подноготную нашей цивилизации, животного царства. Он хочет устранить навсегда вред, причиняемый вашей так обожаемой жизнью, а вы, фанатики жизни со своими тривиальными и жалкими мечтаниями возбужденных животных, наоборот, хотите продолжить вред, причиняемый вашей так обожаемой жизнью. Вы называете свои аддикции красивыми словами, и не более того. Вы думаете, что вы особенные и исключительные, но вашу жизнь проживало много людей. Кроме того, что вы испражняетесь и потребляете, ничего не происходит. Вы инвестируете свои старания в заранее обреченные на провал символические проекты псевдобессмертия, карточные домики и песочные замки неотказоустойчивые. Мы будем продолжать неумолимо с Гэри задавать вам вопросы. Чего добивается жизнь в конечном счете? Ради чего были вложены все эти многочисленные усилия в эту полностью сломанную систему? Зачем потакать героиновой аддикции? Зачем притворяться, что что-то для нас припрятано? Ничего искупительного нас не ожидает. Вселенная не улыбнется нам однажды вниз. Почему мы должны думать или заранее предполагать, что мы должны размножаться и увековечивать жизнь? Почему мы должны не сомневаться в том, что нет никаких оснований в защиту ДНК продолжения? Почему мы должны не сомневаться в том, что жизнь не служит никаким потребностям в первую очередь и по умолчанию? Почему мы должны притворяться, что жизнь и размножение, все, что касается естественного отбора, это что-то хорошее, приемлемое и допустимое? Почему мы должны смиряться с тем фактом, что кто-то решил навязать нам жизнь без нашего на то согласия, сыграв в доктора Франкенштейна? Поймите, продолжая выступать за продолжение жизни, вы продолжаете выступать за жертвоприношение. Вам нельзя доверять, поскольку сама история уже опровергла ваш авторитет, показав, что вы используете интеллект для больных разрушительных идей, от которых явно никто не выигрывает. Так почему бы не уступить место мудрой философии? Сложность состоит в том, что людишки – это стайные социальные существа. Формируя группы, институты, сообщества, они стабилизируют свою самооценку, чувство защищенности, привязываются к какой-то идеологии, которая связанная с выживанием и размножением жизни. Мы ищем стабильный мир, и, наверное, потому чем больше нас как популяция, тем сильнее мы чувствуем свою уверенность, повышаем самооценку эго в наших коллективных заблуждениях и пристрастиях, стадный менталитет, эффект толпы. Инклюзивная адаптация, гипернормализация сыграет свою роль в том, чтобы прибегнуть к разного рода рационализациям касательно всех тех обстоятельств, в которых им пришлось неминуемо участвовать. Жажда жизни большая. Наши предки размножились инстинктивно, но у них не было идей и аксиом, пресуппозиции о том, что они очень важны и должны как вид сохраняться. Эволюция не имеет цели, направленности, интенциональности. Это бездумный марш и продолжается по сейчас,
потому что мы куклы-марионетки. Нет этому неразумному замыслу какого-либо оправдания. Нет оправдания людям, которые ради собственного эгоизма втягивают других в это убогое биологическое существование. Аддиктированные наркоманы, потворствующие своей психологии и прославляющие эту идиотскую абсурдную больную игру, не заслуживают, чтобы с их мнениями считались. Здесь нет никакой выгоды, пользы, смысла, цели. Лишь делюзии в головах безволосых травмированных обезьян, причиняющих друг другу страдания. Здесь нет ни заслуги, ни справедливости, ни отказа устойчивости, ни бесплатных обедов, ни конечных выигрышей, ни подарков, ни заслуг. Одни лишь бессмысленные жертвы ради ничего. Этому нет никакого искупления. Ни одна гнусная обезьянья абстракция не оправдывает кошмар Фредди под названием «Эволюция». Сейчас игра усложнилась, но она осталась неизменной. Наш вид просто еще не очнулся от тысячелетних догматических сказочек. Мы обречены. Надежда никогда не была неким магическим ластиком, посредством которого можно было бы восстановить бессмысленно потерянные жизни. Нам нужно избавить культуру и само массовое самосознание от всякой далекой от реальности интеллектуальной чепухи и мусора и открыть глаза на реальное положение дел. Эфелизм против нормативных идеалов жизни. Нас, по сути, с детства пичкали идеалистической пропагандой о принцах на белых конях или о премудрых целомудренных золушках, о любви до самого гроба. Психология наталистов хотела превратить реалии выживания биологических видов в нормативный стандартизированный идеал вопреки действительному положению вещей. Хотела превратить это роботизированное шоу в прекрасную сказочку, детский мультик, катание на пони и единорогах. Взрослым нужно обманывать своих детей, баловать их, заставлять верить в оптимистически ободряющий бред любви и заботы, добродетельности мира. Но вы быстро взрослеете и понимаете, что все это адаптивно-делюзионная система культуры с ее мифами, стереотипами, клише. Вы разочаровываетесь, а все грезы о чудесной жизни разбиваются о суровую скалу реальности. Вы видите, что все есть проявление нигилистичности системы ДНК, особенно в плане социальной ценности, представлениях о верной дружбе, любящей девушке, верной жене, добропорядочности гражданина, справедливого суда. Но жизнь фундаментально коррупционная. Вы видите эту гнилостность и развращенность повсюду, во всех вариативностях. Комиксы, фильмы воспитывают вас в духе добра и зла, морали, порядка и закона. Вы играете в аддикции и заигрываете со своей мнимой сказочной исключительностью. Мы такие особенные. У нас есть неразрешенные загадки и необнаруженные факты. Какие мы крутые, интересные и славные. Давайте поклоняться своим идолам, и ради них будем приносить новую жизнь в жертву, проводя над ней бесчеловечные эксперименты. Давайте покорять космос. Познание ради познания. Мир ценой войн и насилия. Президент. Машина. Потенция. Мы просто мучаем друг друга, потому что боимся вымереть. Всей этой нервотрепки не было бы, если бы просто перестали размножаться. Гэри миллиарды раз говорил о том, что мы ничего не достигаем, ни к чему не движемся. У нас нет никакой миссии, кроме того, чтобы решить эту проблему рациональным способом с минимумом ущерба. Невозможно игнорировать тот факт, что жизнь сводится к потреблению и размножению, который показывает жизнь без культурной промывки мозгов. Невозможно идеализировать или романтизировать жизнь в любом ее проявлении в любое время. Это результат всеохватывающей адаптации. Начиная с того момента, что вы рождаетесь в той или иной среде, определенным образом воспитываетесь, учитесь, проходите необходимую социализацию. То есть у вас нет ничего своего, вы уже прошли эту социальную зомбификацию, и теперь мните себя особенными, уникальными и значимыми личностями. Ваши истоки, от которых вы произошли, болото. Не мните из себя особенных. Незачем быть, ни к чему стремиться. Но двигайтесь по жизни, потому что иначе и не можете. Выбор ваш невелик. Даже не важно, что вы смирились и приняли эту данность. Это нисколько не умаляет зрелое, опытное, разумное наблюдение за жизнью эфелизмом. Остальное – это просто быть послушной жертвой. Думать, что все это свобода и смысл, что есть контроль, что будто бы все разумно. А на самом деле все просто абсурдно. Сон иррационального слепого животного, движимого своими инстинктами. То есть вся жизнь сплошное обезьяничество. Кажется, что ты куда-то направляешься, что ты господин своей жизни, что ты имеешь некий план, что вот это твое, допустим, стримерство. Это результат сверхосознанного выбора, что это не просто случайность и обусловленность в лабиринте вероятностных ограничений, что твой образ жизни, одежда и там, где ты сейчас находишься, это все твой проект с самого начала и до конца. Как будто это не навязано, как будто это не смирение и не плод твоей приспособленности к тому, к чему все это привело, не сон. Что твои реакции на то или иное – это исключительно твое, что типа есть права на жизнь, и нет никаких прав будто бы на смерть. Внушай или не внушай себе, что тебе это все нравится, что все это тебе необходимо с каждой долей секунды, с учетом переменчивости твоего настроения.
твоих симпатий и антипатий, что ты не марионетка гедонистического беличьего колеса, что твоя химия жизни в голове – это не религия, не поклонение ей. Но нет, это все куча счастливых несбыточных мыслей. Если бы не мораль, закон и права, вы бы не кричали сейчас о том, что вы якобы свободная личность, которая имеет свой личный выбор и что у вас есть свое мнение. Все это держится на волоске, потому вы в безопасности до тех пор, пока вам не угрожает опасность. Поэтому эфилисты всегда могут подвергнуть анализу любую позицию, чтобы понять, почему она имеет место быть и по каким причинам. Вас запрограммировала культура заблуждаться касательно своего места в мире, чтобы вы не осознавали, что мы просто эго-машины с иллюзией самости. Когда в актуальности мы лишь крохотные демонстрационные модели, которые возникают на свет и доказывают жизнеспособность молекул. Мы корм для эволюции маленького крошечного генома. Ложь, эксплуатация, принуждение и многое другое – сопутствующие вещи в жизни, в которой нам приходится существовать. Люди постоянно используют ложь, так как терпят все унижения, которые им предотносит жизнь, под бременем инстинкта самосохранения и когнитивной предвзятости существования, вынужденно привыкают. Приспосабливаются к агрессивной среде безволосых приматов, которыми мы все являемся. Используют кодекс молчания, чтобы не шокировать какой-нибудь горькой правдой остальных сограждан и членов семьи, скрывают свои реальные чувства и эмоции, чтобы другие не сочли их за психов. Убивают в себе тенденцию к сопротивлению и бунту в отношении к уже навязанным нормам и требованиям общества. Поэтому они безусловно лгут себе и другим, что с ними все в порядке чисто из формальности. Чтобы другие не сочли их откровения внутреннего состояния за нытье, ведь доминирует мем о том, что не стоит проявлять свою слабость. Нужно быть сильным вне зависимости от того, каким вы дисфункциональным в адаптационном смысле родились. По этой причине люди выбирают сладкую ложь, чем горькую правду. Ложь во спасение, что в утилитарных рамках полезно для тщетного и бесцельного выживания, которое неминуемо ведет к свободе, то есть небытию. Если сторонники жизни составляют некую концепцию благости жизни, вы можете легко найти тонну примеров, которые в пух и прах ее развенчивают в силу того, что они показывают противоречия и изъяны. К примеру, подумайте об огромном разрыве между нормативными идеалистическими представлениями и их жалкими претворениями в функциональное назначение. Когда в семьях, а семей немало неблагополучных, и в семьях может происходить что угодно неприличное и трагичное, родители устраивают скандалы, крики, домашнее насилие и избиение. Что в итоге приводит это все к детским травмам, неизгладимому эффекту на личности человека в его дальнейшей жизни. Можно чувствовать давление на тебя от родителей, которые навязали тебе жизнь и держат в своем рабстве, подчинении и зависимости. Можно видеть их жестокость, причуды, психологические проблемы, бытовой эгоизм. Все эти идеалы, которые рисуют семейные пропагандисты о том, как здорово иметь семью, рушатся внутри самой семьи, где родители являются самым ужасным образцом для подражания. Понимаешь, что никогда бы в жизни не захотел создать семью, где царит насилие, злость, сцены скандалов и криков, унижений, оскорблений, трудностей. Страдание и дисфункциональность. Лично я в частности делаю ставку на многогранности страдания как такового, которая выходит за рамки нормативной приемлемости страданий, для выживания банально, и порога его терпимости как такового. Здесь идет объединение того, что страдание осуществляется с привязкой к волатильно-катастрофической функции репликации среды, в которой разрастается ДНК жизнь. Простыми словами, трения и дисфункции ощутимы и наглядны. Дисфункции, к примеру, могут носить характер хронических врожденных телесных и психологических заболеваний. Либо же можно попасть в ситуацию, когда человеку медведь отрывает ногу, и он в случае везения спастись остается на всю жизнь калекой, и это неизгладимым образом влияет на его качество жизни в долгосрочной перспективе. Субъективная невосприимчивость вездесущих страданий разной формы, степени и протекания – это не панацея от всех бед. Именно эта слепота и невежество приводят к увеличению страданий, которые невозможно компенсировать. С учетом доктрины пролайферов о том, что жизнь священная, играющая в настоящую русскую рулетку с чужим благополучием, не зная ни будущего, не имея страховки от катастроф и трагических неотвратимых потерь. Они оскорбляют реальность происходящего своими пузырями субъективной внутренней жизни, которую хотят превратить в желаемое, в героизм и процветание для всего человечества. Они врут. Они используют. Они придумывают сказки, они прибегают к играм разума, чтобы обелить весь этот кошмарный дурдом, который они создали, порабощая других своими желаниями. И создавая беспорядок там, где в нем изначально нет необходимости. Вся эта чушь о гуманизме, приличиях, законах, конституции, правах человека – бред сивой кобылы, человеческая беспомощность, интеллектуальная импотенция, причуда биологической адаптации. Все сводится на нет, все зыбко и хрупко. Никто не избежал нигилистичную, слепую, равнодушную, безмозглую систему ДНК.
Поэтому весь мир – это трагикомический фарс, театр маразматиков, самодуров, сюрреалистическая мишура. Эволюция не уважает отдельных страдальцев. Все живые существа висят на милости молекулы ДНК, которая не заботится о порожденных ею существах в арене гладиаторов. Вы живы до тех пор, пока находитесь в относительной стабильной безопасности и комфортабельных условиях. Сам факт того, что есть надобность в полиции и разного рода предохранительных мерах, о многом нам говорит. Все, что вам вынуждено по факту существования жизненно необходимо сделать, это смириться и приспособиться, во всех смыслах и ожиданиях от этого слова, несмотря ни на что. По существу на уровне существования жизни, всей этой борьбе и войне присуще насилие. Если отказаться от рационализаций, то представление о том, что жизнь имеет намеки на какое-то истинностное неотравленное ядом благо, раны нужды и депривации, будет опровергнуто. А ваши стандарты на благополучную продолжительную жизнь исходят из идеализированных нормативных представлений, которые не учитывают тот факт, что это только продлит страдания в долгосрочной перспективе. Нет такого чистого блага, где мы не рождены кем-то, кто нами командует, где мы не подчинены социуму, где мы не следуем правилам, где мы не удовлетворяем по дефолту потребности, нам навязанные и предписанные природой, где мы не ищем себе партнера для отношений, где мы не страдаем от одиночества, где мы не строим чертов характер под ударами судьбы и вообще не миримся с тем, что наша идентичность состоит из субъективно-феноменальной экзистенциальной раны через осознание конечности своей жизни. После чего прежняя жизнь кажется некой злой трагикомической шуткой. Где мы не понимаем, что наши предки занимались всякой ерундой, как убийство себе подобных, дабы тупо выжить, скончаться, параллельно родив нового гладиатора, который будет делать ту же циклически нелепую чепуху. Мы стареем с каждым днем, часом, секундой. Стрела времени неумолимо движется исключительно вперед. Каждое последующее мгновение лишает нас жизни и приближает к неминуемому разложению и полной аннигиляции. А наша субъективная восприимчивость меняется. Мы становимся более зрелыми, а наши юношеские мечтания улетучиваются. Град жизни, через который мы проходим, делает нас черствыми, увеличивая потребность в отвлечении и опьянении, скомпенсировав сверхосознание жестокости и тщетности существования. Эфелизм против атеистов и религиозников, которые находятся под влиянием делюзии ДНК. Гэри говорил, что так называемые атеисты могут видеть смысл Вселенной в кровавой резни на Земле, которые не верят в разумное божество, но преклоняют колени перед грубыми слепыми механическими силами физической реальности. Они могут апеллировать к сбалансированности природы, инь-янь, и говорить о том, как прекрасна природа, делюзия красоты. Он также говорил о том, что атеисты в сущности язычники или пантеисты, поклоняющиеся природе и притворяющиеся, что они когда-либо подтверждали натализм или защищали естественный отбор. В том смысле, что он адекватный, разумный, нормальный, благий и посему достоин продолжения. Кроме того, атеисты придумывают свою личную религию вместо Бога. Например, квантовую сингулярность. Ричард Докинс является оптимистическим наталистом, будучи убежденным атеистическим эволюционистом, что является нонсенсом и оксюмороном во взоре эфелиста, который испытывает нечто космического оргазма от созерцания величия загадочности Вселенной. Кажется, недоумение эфелистов возникает по той причине, что настоящий зрелый атеист – это тот, кто считает Вселенную неразумным замыслом как контрмеру против тех, кто считает ее разумным замыслом, аконаучные креационисты. А именно как слепые силы, не имеющие интенциональности, со всеми вытекающими последствиями, которые следует воспринимать всерьез надлежащим образом. По эфелизму атеист априори не может быть наталистом, в том случае, если он зрелый атеист. А натализм и религия идут рука об руку, они идеалистично друг друга взаимодополняют. Наталистам в основе своей приятнее думать, что они живут в мире, который сотворил милосердный Бог. Также эфелизм поднимает дилемму настоящего атеиста, которому следует осознать, что он является частью отработанного двигателя жизни, который присуще больше трения, чем функции, который производит море отходов, причиняемых страданий без видимой на то уважительной причины. В свете вышеперечисленного, жизнь по эфелизму не подлежит ремонту, поскольку она является неисправностью, которая маскируется под функцию видимое предназначение, указывая, что утопия теоретически невозможна, ссылаясь таким образом на делюзии утопии, в том числе трансгуманизма. Да, верно, что атеизм – это оппозиция теизму, поскольку он отрицает или подвергает сомнению существование Бога, разумного Творца как такового. Однако атеисты подвержены промывке мозгов традиционными ценностями и тоже не застрахованы от когнитивных искажений, логических ошибок, мифов и предрассудков. Многие люди, чтобы лучше приспособиться к реалиям существования, находятся под влиянием адаптивных делюзий.
а именно в делюзиях ДНК, против которых выступает эфилизм. Наглядная черта тех, кто находится под влиянием делюзии ДНК, состоит в легкомысленном отношении к ужасам природы. Наряду с идеями о доброй матушке природе в их сознании была одна видеоконференция, в которой происходили дискуссии с атеистами. Когда Гэри начал рубить правду матку о том, что представляет из себя функция жизни, на одну зрелую особь в популяции осьминогов-черепах приходится 1000 убитых, не достигших зрелости детей. Другие атеисты сразу же активизировались, сработал защитный механизм психики, и начали оправдывать и отбеливать весь тот ущерб, применяемый неразумно устроенной молекулой ДНК. Они утверждали, что все не так уж и плохо, что мы чего-то добиваемся и движемся к какой-то цели. Это делюзия достижений, мегаломания, мания величия, воинственное отрицание того, что жизнь – функция нулевой суммы с доминирующей негативной утилитарностью. Гэри даже укорительно называл атеистов и секулярных деятелей фейкистами, то есть фейковыми атеистами. Что касается делюзии Бога, то религиозники могут постулировать существование Бога как некоего разумного творца Вселенной на основе нулевой гипотезы теории черного лебедя в эпистемологии, не будучи в состоянии доказать его ни на концептуальном, ни на эмпирическом, ни на рациональном объективном уровне, и они погружаются в дебри философии, чтобы снискать какой-нибудь пробелы в научных знаниях о мире, прибегая к метафизическим лазейкам для своих нелепых фантазий. Если у молодой науки появляются какие-то пробелы в теориях, они тут же прибегают к богу белых пятен, который, по их мнению, должен заполнить эти самые пробелы. Это слепая упрямая жажда чуда, надежды, даже если мир в целом познан наукой и показывает, что мы всего лишь еще один вид животных, которые потребляют и размножаются через прогресс естественного эволюционного отбора. Для простого народа религия является опиумом, метафизическим плацебо. Они то и дело бредят, поклоняясь и молясь Богу, в любой трудной для них ситуации. И в случае везения, и в случае невезения, они воздают похвалу Богу. Вместо того, чтобы смотреть на мир трезво и давать самим себе отчет о своих действиях, они просто обменяли рациональность и логику на мифы, фантазии и заблуждения о Боге, который якобы спасет их своей любовью и милосердием, несмотря ни на что. Поэтому они создают потомство, погружают его в свою бредовую веру и бросают его на милость безмозглой молекулы ДНК. Им трудно признать, что в этом мире нет никакой опоры в виде цели, смысла, ценности, безопасности, нравственности, гарантий, ничего из этого, и что он продукт неразумного замысла чистого хаоса, телеологического вакуума. Большая проблема религиозников заключается в том, что их вера в фантомных всемогущих антропоморфных личностей не имеет ничего общего с реальным положением дел в мире. Ваши религиозные убеждения категорически несовместимы с суровым реализмом и интеллектуальной честностью, но вполне совместимы с принятием желаемого за действительное и самообманом ради приятных чувств и эмоций. Это ведет к снижению порога чувствительности к мрачным аспектам реальности, уменьшает потенциал рациональности и как результат приводит к беспечному отношению к реальности, когда пальма первенства отдается безопасности на индивидуальном уровне, жертвуя безопасностью на социальном уровне. Коварно прикрываться верой, вопреки достоверным ожидаемым доказательствам, которые могли бы ее подтвердить. Раньше у нас не было языка и, собственно, культуры. Мы жили примитивно в первобытное время. Никто не знал ни о каких-либо религиях и не формировал идей о каких-то богах. Религия – это продукт культуры. Как можно доверять культуре, если бы без нее вы даже не знали бы об идее Бога? Вполне вероятно, что люди придумали множество богов, чтобы чувствовать, что есть некий порядок и закон, что о них кто-то заботится. Затруднительное положение. Можно смело заявить, что мы застряли в поистине чудовищном затруднительном положении. Мы вроде разумные и социальные, но тратим интеллектуальные усилия на всякие непотребства. Мы просто потакаем своим прихотям, идем на поводу у своей зависимой психологии, создаем много мусора, убирая лишь часть его. Мы тешим свое эго, исполняем свои нарративы, пускаемся во все тяжкие, жалобно ищем авантюры, выжимаем все соки из придуманных нами смыслов и целей, пока могила у нас их не отберет, вымученно влача жалкое существование. Мы полностью облажались, потому что не способны когнитивно и эмоционально оценивать наши жизненные условия, пряча как страусы голову в песок от крышесносных прозрений о том, что мы лишь зомби-биороботы, имеющие адаптивные фильтры для защиты психики, чтобы продолжать безудержный танец смерти на тающем льду жизни. Каждодневно мы пытаемся не замечать диких фактов вокруг нас самих, скрывая их глубоко в бессознательное, всякие неловкие и неприличные эпизоды из жизни. Всякий переживаемый нами опыт и невозможности его выразить или запечатлеть в полной мере через ограниченный язык. Мы не замечаем, как жизнь нас губит, извращает, как стресс убивает наш мозг, как мы много суетимся и как наш скафандр со временем изнашивается.
Как мы всячески машинально абстрагируемся от внешних раздражителей, как мы пытаемся найти злополучный целебный покой в мире постоянной конкуренции и честолюбия. Как нам пригоже склоняться перед теми неотвратимыми для нас обстоятельствами, над которыми мы не властны. Наша социальная реальность состоит из множества факторов, которые могут пагубно на нас повлиять, поскольку невозможно контролировать все происходящие процессы в настоящем времени, чтобы они работали должным образом. Чтобы не было автокатастроф, которые приводят к жутким авариям, уносящим многие жизни. Чтобы привычная размеренная жизнь мирного жителя в один момент не превратилась в кромешный ад из-за какого-нибудь маньяка-убийцы или опасного вооруженного бандита. Печально признавать, что идиократия сейчас правит балом. Нашему поколению непонятный трагизм экзистенциальной философии, глубокое понимание эволюционных процессов, порабощающей социальной системы с ее строгим регламентом поведения. Жесткие репрессивные механизмы психологических защит, которые обуславливают нас и оказывают на нас соответствующее воздействие. Осознание до мозга костей своей смертности, вся степень самоотдачи которого – это принять и смириться с положением, выбрав путь наименьшего сопротивления. Люди разобщены в атомизированном обществе, где не может идти речи об единой воле. Тем более, когда мы до сих пор привержены всяким геосентиментам, национальной вражде, печемся об интересах своей страны. Мы не способны преодолеть эгоизм, мы в постоянной конфронтации за личные сиюминутные интересы, мы не способны прийти ко всеобщему соглашению к чему-либо. Социальные институты не настроены на то, чтобы дать более объективное образование, которое находится в подчинении экономическим интересам действующей глобальной идеологии капитализма. Сам факт того же социального неравенства и невозможности демократии и космополитизма о многом нам говорит. Реклама, пропаганда в СМИ, провальные культурные мемы сбивают людей с толку, погружают их в матричный трансовый сон. Проблема, как всегда, в том, что мы слишком нерациональные существа от природы, ибо наше выживание приводит к драматическим последствиям, и это с учетом того, что мы взаимодействуем на сложном социальном и символическом уровне как вид. Трудно до сих пор понять, почему люди притворяются адекватными, в том плане, что они не могут соответствовать какой-либо морали, принципу, идеалу на уровне практики в жизнях своих. Они увеличивают зло и страдания, существующие в мире, посредством своих деяний. И лишь потому, что есть страх вымирания, или страх одиночества, или страх греха, так много возникло полезных видов самообмана, чтобы банально выжить. Но какой ценой? Дело в том, что мы не можем притворяться, что все в порядке, поскольку эти вещи касаются всех нас. Мир круглый. А в обществе все взаимосвязано. То, как мы относимся к происходящему, то, как мы управляем этим миром, будет зависеть наша и наших близких жизнь, в том числе каждого сентиентного существа. Мы не можем сделать мир лучше, если будем думать только о своем выживании, о себе любимых и о своей семье. Да иначе невозможно, кажется нам. Но как-то же мы до этого докатились, не правда ли? Мы так рассуждаем, потому что не можем не использовать полурационализации, смешанные с правдами и полуправдами. Неизвестно, насколько нужно быть непритязательным к подобным вещам, чтобы не впадать во фрустрацию и недовольство. Экзистенциальный ужас – это плата за многознание, умножающая скорбь. Все вокруг будто бы слепые, немые, глухие, ничего вокруг себя не видят. План действий и стратегия. Эфелисты знают, что то, как устроена нынешняя система, никуда не годится, что вещи могли делаться куда лучше, чем сейчас. Если бы мы все как единый вид взяли на себя смелость и ответственность смотреть правде в лицо и стали максимальным образом эффективно действовать в соответствии с полученными знаниями об реальности, это в свою очередь потребовало бы от цивилизации с ее нынешним уровнем развития и прогресса небывалой интеллектуальной честности, искренности на личностном уровне, ревизии аксиологических ценностей. Культивирование самопознания и рациональности, трезвого восприятия реальности, проработку когнитивных искажений и логических ошибок, отказ от бредовых систем убеждений, выйти за пределы своих адаптивных установок, ошибочных представлений, отбросить дилемму оптимизма и пессимизма. Избавление от нарциссизма, эгоистических психологий и устаревших моделей реальности, чтобы банально лучше справляться с возникающими проблемами. Вполне вероятно допустить мысль, что для того, чтобы у эфелизма были шансы осуществить свою конечную цель, необходимы предпосылки для позитивного изменения социального мироустройства. В идеале нам следует отказаться от самых деструктивных идеологий, не беря во внимание пронатализм и утопизм. Современные идеи, которые бросают вызов консервативным устоям и конформистским нормативным ценностям, носят в себе зерно свободолюбия, открытого разума, гибкости, направленные оппозиционно против всего догматического, ксенофобного, мещанского. За права, за свободу слова, за справедливость, за истину приходится бороться. Мы прекрасно знаем, что маргинальные идеологии ломают стереотипы укоренившихся традиционных обычаев. Общество относится к тому, что не вписывается в их рамки привычного понимания, неодобрительно, презрительно, тенденциозно. Оно угнетает, дискриминирует, выставляет фриками тех, кто отличается от них.
потому что это нарушает их самоидентификацию, самооценку, чувство безопасности и осмысленности. В общем, крайне важно сделать условия существования намного совершеннее и терпимее, чтобы люди перестали тратить время на рутинную безмозглую работу, которая выматывает все силы. Кроме этого, изменить существующую систему образования в мире. Поставить более высокие цели. Изменить аксиологию и этику в пользу рациональности и эмпатии. Добраться наконец-то до этики, сфокусированной на уменьшении страдания. И как финал, от сокращения населения через антинатализм и до изящного ухода, предложенного эфилизмом, уже будут необходимые технологии в эру постлюдей, рациональных эфилистических трансгуманистов. Для нас, эфилистов, как носителей этих истин, это тяжелое бремя, из-за которого можно сойти с ума. Понимать несовершенство мироустройства, сосуществовать с биоразлагающимися стереотипичными, невзыскательными к гротескным, неприличным жестокостям-марионеткам, требовать изменить мировой порядок и, наконец, положить биологическому зомбированию нулевой суммы смерти без приза в конце. У нас нет планов создать из этой мерзкой уродливой картины красивый пышный оазис, ДНК-аттракцион, наполненный магическим смыслом, развлечениями в виде погони за розовыми шариками. Мы не выстраиваем утопические сценарии. Из своего опыта, опираясь на наблюдаемые факты и постулаты из жизни, могу сказать, что необходимо сохранять благоразумие и рассудительность. Сейчас нам лучше быть бдительными и адекватными, разумно оценивать свои возможности в той или иной ситуации, не принимать поспешных необдуманных решений, взвешивать каждый свой личный поступок. Словом, мне нужно взваливать на себя непосильную ношу и с головой окунаться в эмоциональные страсти. Разумнее действовать медленно, но последовательно, оценивая свои перспективы и выгоды как в настоящем, так и в прошлом. Любой шаг может стать последним из-за роковой ошибки. Мы должны быть реалистами и не взваливать на себя слишком много ответственности. Любые планы, любое практическое воплощение должны пока оставаться в теоретических рамках. Нужно помнить, что мир сложен, в нем много опасностей, поэтому мы должны минимизировать риски и потери в случае неудач и просчетов. Никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. Мы обязаны прежде всего много думать, а не действовать по воле случая. Мы должны искать те возможности, которые сыграют нам на руку. Сейчас нас ничтожно мало. Мир в целом не готов к нашим ожидаемым изменениям. Многие до сих пор не понимают эфилизм, потому что неправильно его интерпретируют или перефразируют. Мы должны укрепить наши позиции. Лучше опираться на прочность наших начинаний. Осторожность никогда не бывает лишней. Философия очень молода. Мы должны иметь прочный фундамент под ногами. Мы должны быть уверены в себе, чтобы двигаться по миру, избегая всевозможных препятствий на нашем трудном тернистом пути. Лучше воздержаться от непродуманности, радикализма и высоких ожиданий в отношении мира, который мы хотим взять под себя. У нас нет ни власти, ни влияния. Мы должны тщательно подготовиться. Эфилизм призван положить конец бесплодным метафизическим блуждениям безволосых обезьян и тем самым спасет неисчислимое количество будущих замученной жизнью существ. Неважно, что большинство одобряет жизнь, потому что это не означает, что истина на их стороне. Это не означает, что никто не сможет усомниться в их ДНК-культе. Истинная трагедия – это люди, которые тратят свою когнитивную силу на всякие сказки о ДНК-аттракционе, наполняя свои головы всяким мусором и мумба-юмба. Безусловно, не питая иллюзий понимания, как устроен этот мир в нынешнее время, в рамках которого нам необходимо существовать, нам придется неизбежно прибегать к принудительным мерам, с учетом того, что будут те, кто будет не согласен. Тем не менее, чтобы что-то эффективно реализовать, не нужно мнение каждого человека в отдельности на Земле. Мы же не будем притворяться, что они сейчас или раньше когда-то учитывались. Как не учитываются нужды и благосостояние тех же сентиентных млекопитающих, которых порабощают люди с заблуждениями о собственном превосходстве под делириумом антропоцентрических иллюзий. Более того, наше уравнение неоспоримо. Нет жизни, нет обладателя проблем. Иначе машины выживания создадут нового гладиатора. Рождение одного ребенка уже создает огромную проблему на причинно-следственном уровне с вытекающими последствиями в чрезмерно сложных реалиях взаимодействия в ограниченных пространствах жизнедеятельности. Поэтому логика предотвращения нацелена на полное искоренение всей жизни, пока не будет гарантирована отказоустойчивость. В людях нет сообразительности, вдумчивости, чуткости, честности, искренности. Абсурдные условия выживания ставят их в то положение, где им нужно в процессе борьбы врать, притворяться, причинять друг другу страдания, убивать, мучить, эксплуатировать. Из отчаяния и хитрости они программируют других на то, что это все приемлемо и допустимо. И так многих порабощают, посвящают в деструктивные культы и навязывают извращенную веру, что это и есть жизнь, которая стоит того. К сожалению, из-за природы социального давления, школьной образовательной промывки мозгов, они начинают воспринимать вещи как за должное, приспосабливаясь к тому, что социум им навязал. Людей нужно учить мыслить критически и скептически, в первую очередь учить задумываться о том, что они делают, зачем, по какой причине, ради чего. Учить думать о последствиях,
учить подотчетности, учить думать о том, что их действия причиняют страдания другим чувствующим существам чисто из их нежелания и игнорирования глубоких мотивов и самой природы их действий. Люди неизбежно несут ответственность за социальную действительность, которую они создают и в которой существуют, укоренившуюся в их моральных интуициях, которые вырабатывались на протяжении всей эволюционной истории Homo sapiens. То есть через соблюдение обязанностей долга законов, общественных норм поведения и так далее. Если помочь им осознать последствия, которые ожидают будущего родившегося ребенка, они могут измениться в своем поведении. Нужно лишь их подтолкнуть к этому пониманию и избавить от пронаталистичной машины пропаганды, которую используют в своих интересах государства и прочие эксплуатирующие структуры. Родители вполне способны испытывать вину и признавать свои проступки. Все, что необходимо, это избавить людей от ядовитых культурных ценностей и мемов о том, что жизнь – это подарок, и что создание жизни – это высший поступок благодеятельности. Им бы понадобилась какая-нибудь непредвиденная трагедия, которая выбила бы их из обыденной колеи, вызвала экзистенциальный шок и привела к новому небытийному мышлению и восприятию. Чтобы стать аферистом, не обязательно по умолчанию обязательно быть в депрессии. Знать правду и действовать в соответствии с правдой не означает быть королем негатива. Людям не обязательно ощущать всепоглощающее чувство психологической бездонной пустоты, чтобы принять эфелистическое послание. И путь через депрессию и суицидальные мысли не является непреложной предпосылкой. Очевидно, что никто не может и не обязан следовать строгим наборам определенных правил и ограничений. Тем не менее, никто не отменял следовать идейности эфелизма по мере своих сил и возможностей. Нет золотых выведенных стандартов, в силу того, что ситуации бывают разными. Все по жизни совершают ошибки, от них никто не застрахован, что являетесь трюизмом для каждого из нас. Поймите, что многие нами уже с рождения помыкают, перед многими нам приходится в социальной среде присмыкаться, идти на уступки. Не забывайте, что всем этим неудачным экспериментом дирижирует безмозглая молекула внутри холодного равнодушного злокачественного контейнера Вселенной. Фундаментальную вещь навязывания, вред появления на свет и все последствия, возникающие по факту существования. Эволюция спроектировала машины выживания почти что полностью иррациональными, а общество до сих не научилось стоять на ногах. Парадоксальным языком изъяснясь, мы одновременно и не виноваты, и в то же время виноваты. Мы сами осознаем, находим смысл в хаосе. Наблюдаем закономерные вещи, стараемся быть просоциальными, гибкими в этическом плане и строгими в рациональном мышлении. Дух эфелизма должен нас объединить на базовом по умолчанию уровню. Это обозначает ту ситуацию и глубокий смысл того, почему мы здесь и почему мы объединяемся под началом одного и того же мысленного инсайта наряду с житейским прозрением. Потребуется время-средства, почва для того, чтобы реализовать этот грандиозный концептуальный проект. Научно-технический прогресс не будет стоять на месте, оружие массового поражения будет экспоненциально наращивать свою мощь. Социокультурные ценности и мемы будут эволюционировать до более осознанных, рациональных, точных и этичных моделей, реализуемых в праксиологических деяниях. Следует изучать наш социальный мир, подстраиваться под него, обнаруживать подводные камни, различные затруднения, наращивать критическую массу, способную освоить концептуальный аппарат. Укрепляться в духе времени, формировать свои организации, влиять когнитивно и эмоционально на коллективный разум. В выгодной ситуации для нас, афелистов, можно было бы сформировать свои специальные учреждения, информационное поле, политическую силу, чтобы иметь рычаги влияния на окружающий мир и получать от них обратную связь. Простыми словами, нам нужно сплотиться, скооперироваться и самоорганизоваться в независимое надежное движение, которое будет продвигать свою повестку дня в духе времени. Как начальный старт, подходящая база. Если наши шансы невелики, как ограниченных немощных по большей части рациональных существ, тогда мы можем надеяться на изобретение сверхискусственного интеллекта, который будет способен быть гиперрациональным и который сможет помочь нам решить загадки Вселенной. Дабы познать в полной мере то, как она устроена и какие неожиданные сюрпризы от нее нам следует ожидать, чтобы в конечном итоге завершить эту игру наиболее аккуратным путем. В общем, сделать из Вселенной некое безмолвное кладбище из мертвых элементарных частиц, превратить в антижизненные частицы, чтобы поистине никогда больше не смогла возникнуть эволюция сенсорной синтиентной живой материи. Каким бы вариантом осуществления сценария не воспользовались эфелисты, мы будем ясно иметь в виду, что любая иная альтернатива эфелизму – проигрышный вариант, как минимум по причине того, что это будет либо опасная непродуманная нормативная идеализация или провальный биологический императив. Продление жизни пронатализмом только экспоненциально увеличит количество астрономических будущих страданий, пока они не дойдут в конечном итоге до самого последнего поколения. Конечно, на плечах эфелистов лежит крайне огромная ответственность не только за реализацию безболезненного, надежного, гарантированного, изящного выхода, но и ответственность за донесение истины до всего человечества всеми возможными силами.